Удмуртия расположена на востоке восточноевропейской равнины. Северная ее часть относится к подзоне Южной тайги. Преобладают хвойные леса. Территория ее изрезана многочисленными реками. По ее территории несет воды река Чепца со своими притоками, впадая в Вятку. Красиво сочетаются живописные равнины и возвышенности. Исторически удмурты оказались разделенными на северных и южных. Их развитие протекало в отрыве друг от друга в неодинаковых условиях, что и определило некоторое своеобразие их этнографических характеристик. И в языке лингвисты выделяют северный и южный диалекты, но в целом разница между ними невелика. Климат умеренно континентальный, с продолжительной холодной зимой, обильным снегом и теплым летом. Хорошо выражены переходные времена года. Удмуртские деревни обычно расположены по берегам рек и родников, имея, как правило, уличную планировку. До середины XIX века преобладал кочевой, беспорядочный тип планировки поселений. Издавна удмурты огораживали свои поля и деревни изгородью, чтобы скот не попадал на поля и огороды, и строго следили за ее сохранностью. Обычно на изгородь шла не деловая древесина. Использовали сухостой, ветви хвойных и лиственных деревьев. Изгороди были разных типов. Из деревянных ограждений наиболее распространенными были ограды с горизонтально и косо уложенными жердями, попарно стоящими кольями, скрепленными между собой при помощи закруток из лозы. При уличной планировке деревень появились большие ворота. По 3 массивных, вкопанных в землю столба скреплялись вверху отесанным бревном. Широкая двускатная крыша-лепет защищала сверху всю конструкцию от осадков. Столбы украшались резьбой. Для удмуртских жилищ было характерно сочетание в виде комплекса: изба плюс клеть, карка плюс кинос. Жилища ставили обычно около ворот, напротив располагались амбары, в глубине двора строили хлевы. Наиболее распространенным у северных удмуртов являлся двухэтажный или однокамерный кинос. Интересен и самобытен кинос с широкой галереей, где под галереей расположена открытая лестница, ведущая наверх. Более полугода, с апреля по ноябрь, семья ночевала в киносе. Внутри киноса для каждой семейной пары устраивались особые уголки, отгороженные друг от друга полотняными навесами. Свой угол имели и девушки. Столбы галереи обычно искусно обрабатывались топором, украшалась и галерея. Типы ее ограждений очень разнообразны. Простейший состоит из нескольких параллельных жердей. Часто делалась диагональная решетка, образующая изящный ромбовидный узор. Баню, мунчо, строили подальше от придворных построек, около реки или далеко в огороде. Бани были небольшого размера, 4 на 3 метра сруб, часто с дощатым предбанником. Внутри бани, слева от двери, располагалась печь-каменка, мунчо-гур. При топке бани дым выходил прямо в помещение. Заготовкой бревен для строительства обычно занимались зимой. Вывозили бревна на специальных волокушах, суэри. На месте бревна ошкуривали и оставляли до весны. Весной начинали работы по строительству. До наших дней сохранились традиционные приемы строительства домов, когда при рубке сруба работали только знающие плотницкое дело мастера.
которые начинали рубить с угла, традиционным для удмуртов способом в чашку. Для этого отмечали чертой линию паза и следили, чтобы бревно хорошо садилось и в углу, и на паз. Издавна удмурты ставили свои дома прямо на землю, лишь под углы клали толстые чурки, стулья. Высота сруба колеблется от 16 до 18 венцов. Пол делали обычно на 4-5 венце. Пол в избе настилали одинарный. Чтобы в зимнее время легко можно было попасть в подполье, расположенное под избой, где хранился картофель и другие продукты. Боковые доски наличников покрывались несложными геометрическими узорами. Иногда покрывались резными накладными розетками и наличники арочного навершия. Удмуртская изба – двухкамерная постройка, состоящая из собственной избы корка и холодных синей коркась. Слева от входа угол Östor-Serek. Обычно располагалась деревянная кровать, по диагонали от печи красный угол Töro-Serek. Здесь же в углу устраивалась полка для иконы Mudor-Жажи. На реках строили водяные мельницы. Мельницы с запрудой и поливным колесом начали строить с XVIII века. На больших мельницах обычно устанавливались два жорнова, один для помола муки, а другой жорнов – крупорушка. В 30-е годы большая часть мельниц утратила свое значение в связи с коллективизацией села.